Весной 43-го года в руках Ставки оказался план немецкой операции «Цитадель» под Курском. Стало известно, где в предстоящей летней кампании Германия нанесет основной удар. Но какими силами? Удастся ли устоять? Как раз за разом Красная Армия взламывала оборонительные линии нацистов? После метаний и осечек союзники вышли к Рейну и Эльбе. И кем было выиграно главное сражение за Германию? После объявления тотальной войны Германия начала производить новые танки «Тигр» и «Пантера». Формировалась параллельная армия, войска «Шаутс-Штафель» в русской аббревиатуре «СС». Элитные штурмовики Третьего рейха были лучше вооружены и фанатично преданы идее нацизма. Среди них и иностранцы, граждане европейских стран. К этому моменту на стороне Германии воевали Италия, Румыния, Венгрия, Словакия, Финляндия, Хорватия и Япония. В антигитлеровской коалиции ведущую роль играли Советский Союз, Великобритания и США. К 43-му к ним присоединились Мексика и Бразилия. Наступление вермахта на Курской дуге началось 5 июля 43-го. Сразу стало понятно, с направлением главного удара не угадали. Ждали на северном фасе Курской дуги, а немцы сосредоточились на южном. С юга наступали 1500 немецких танков и самоходных артиллерийских установок, с севера на треть меньше. Танки шли сплошным потоком, буквально застилали горизонт. Даже заблаговременно выстроенные оборонительные сооружения и минные поля с трудом сдерживали натиск «Пантер» и «Тигров». Кризис на южном фасе дуги был преодолен только с началом общего советского контрнаступления 12 июля на всех фронтах. Командование вермахта вынуждено свернуть операцию «Цитадель». Успешная операция «Кутузов» вытеснила немцев с Орловского выступа. 3 августа силами Воронежского и Степного фронтов началась операция «Румянцев». Немецкое командование считало, потери советских войск под Курском не позволят русским перейти в наступление. Ошибались. Потери в бронетехнике самих немцев лишили возможности успешно отражать удары. Освобождены Белгород и Харьков. Линия фронта откатывалась к Днепру. Англичане и американцы проводят операцию на Сицилии, окружают остров со всех сторон и все-таки допускают прорыв противника на материк. Успеха союзникам удалось достигнуть только путем дипломатических баталий. Италию вынудили официально капитулировать. Но в сентябре 43-го немцы закрепились на линии Густава под Монте-Кассино и создали марионеточную республику во главе с Муссолини. Попытки прорыва ни к чему не привели. На Восточном фронте в планах немецкого командования сделать непреодолимым Восточный вал, рубеж Днепра. Ставка в ответ отдала приказ захватить несколько плацдармов на ее правом берегу, распылить силы противника. Эта стратегия помогла советским войскам прорваться на правобережную Украину, правда, не сразу. Основной удар силами Воронежского фронта, вскоре ставшего Первым украинским, планировали нанести к югу от Киева, с Букринского плацдарма. К нему подошла танковая армия, высадился воздушный десант. Немцы блокировали плацдарм и не дали с него прорваться. Тогда соседний Степной фронт под командованием Ивана Конева с октября Второй Украинский форсировал Днепр у поселка Переволочно под Полтавой. Удачно маневрируя и перераспределяя силы, Конев занял сразу несколько плацдармов, выполнил распоряжение Ставки и отбил все атаки врага. Тем временем Второй Украинский фронт продвигался к Кривому Рогу, освобождать районы месторождений железа и богатых пшеничных полей.
Стратегия Ставки продолжала работать. Оттягивание резервов немцев к территориям, занятым войсками Конева, помогло совершить и один из самых знаменитых маневров в ходе Второй мировой войны. Целая танковая армия с прикрепленной к ней артиллерией переместилась с Букринского на Лютежский плацдарм, севернее Киева, прямо под носом у немцев. Внезапный прорыв 3 ноября стал триумфом советских войск. Киев освобожден, наступление продолжилось. Клин в оборону противника на правом берегу Днепра уже к 14 января 44-го помог расширить очищенную от захватчиков территорию до Житомира и Новоград-Волынского. С не меньшим успехом СССР воевал на юге. На Азовском море войска 4-го Украинского фронта Федора Толбухина сначала прорвали немецкую линию обороны Миус-фронт, затем линию Ватана, всю южную часть Восточного вала. 17-ю немецкую армию заблокировали в Крыму, а 6-ю прижали к Днепру в районе Никополя. Оживился и центральный участок фронта. Оборона немецкой группы армий «Центр» была крепким орешком, а продвижение советских войск на запад – задачей политической. В результате Смоленской операции Красная армия освободила Смоленск и продвинулась к западу на 250 километров. Общее улучшение положения советских войск зимой 1943-44 годов помогло снять блокаду Ленинграда. Удалось накопить войска в самом городе и западнее него на плацдарме под Ораниенбаумом. Этого немцы никак не ожидали. Внезапным ударом противника отбросили аж на 280 километров от города, но попытки прорваться в Прибалтику в марте-апреле не дали результата. Боевые действия в начале 44-го на Восточном фронте не остановились с наступлением распутицы, как было в предыдущие годы. Продолжились сразу на нескольких направлениях. Все началось уже в январе. Немецкое командование удерживало часть фронта по Днепру у местечка Корсунь-Шевченковского, рассчитывало на контрнаступление под Киевом во фланг и тыл советским войскам. География фронта сама подсказала Ставке проведение превентивной операции на окружение. 24 января перешел в наступление Второй Украинский фронт, 26-го – Первый Украинский, а 28-го оба соединились в районе Звенигородки под Черкассами. К утру 17 февраля группировка противника была ликвидирована. Это помогло Красной армии провести целый ряд наступательных маневров на правобережной Украине. В ходе последней, 4 марта 17 апреля, удалось окружить немецкую первую танковую армию генерала Хубе. Для ее спасения из Европы на Украину вермахт перебросил эсэсовский танковый корпус, ослабил оборону оккупированной Франции. Там в июне высадился десант союзников, и хотя закрепить успех не удалось, приблизил ее свободу. Армии Хубе удалось вырваться из советского котла, побросав технику. Последним аккордом стало наступление Красной армии в Крыму 8 апреля. Успеху способствовало распыление сил немцев между Перекопом, Керчью и заливом Севаш. На Севашский плацдарм советским войскам удалось скрытно перебросить целый танковый корпус. С 5 мая Красная армия штурмовала Севастополь. Удар по Ялтинскому шоссе вызвал у немцев панику и спешную эвакуацию. Северная бухта полностью простреливалась советской артиллерией. Остатки немецкой 17-й армии ушли морем в Румынию. 28 ноября 1 декабря 43-го в Тегеране впервые собрались вместе главы государств-лидеров антигитлеровской коалиции. Сталин, Рузвельт и Черчилль приняли окончательное решение о высадке союзников в Европе. Открываем полноценный Второй фронт. Невзирая на общую договоренность, США и Англия все же предприняли последнюю попытку переломить ситуацию в Италии. В январе 44-го высадили десант под Анцио, надеясь обойти линию Густава. Осторожничали, пытаясь расширить плацдарм, и десант заблокировали немцы.
Надежда на быстрый успех рушится. Самой сложной задачей союзников стал выбор места для высадки на севере Франции, Атлантическом побережье. Для снабжения боеспособного крупного десанта нужен был порт и пристани, иначе провал, а все без исключения порты немцы превратили в неприступные крепости. Единственное решение – высаживаться на голые пляжи вместе с мобильным портом, волноломами, пирсами для разгрузки транспорта и даже позициями ПВО. Неужели такое реально? Идея, как это сделать, возникла осенью 43-го. Использовать метод железобетонного судостроения, пирсы и волноломы отлить из бетона пустотелыми, а потом подтащить на буксирах к пляжам Нормандии. Пока отливалась искусственная гавань, союзники атаковали аэродромы и заводы по производству самолетов, ловили пилотов Люфтваффе на живца, налетами стратегической авиации в сопровождении истребителей, завоевывали господство в воздухе над Северной Францией. В день высадки, 6 июня 44-го, все было готово для самой хитроумной и крупной десантной операции в истории Второй мировой. Опыт показал, идея не просто отличная, рабочая. Во время захвата американцами города Шербур немецкие подрывники превратили его порт в груду бетонной крошки. Спасла искусственная гавань. Но быстро прорываться из Нормандии вглубь Франции все же не получилось. Местность, изрезанная живыми изгородями, помогала немцам упорно держать оборону. На советско-германском фронте успехи Красной армии зимой и весной 44-го привели немецкое верховное командование к мысли: главный удар в летней кампании СССР нанесет на Украине. Перераспределили ресурсы и лишили войска группы армий «Центр» подвижных резервов. В Белоруссии осталась только одна танковая дивизия. Фатальная ошибка. Крупномасштабное наступление советских войск началось именно с Белоруссии. Операция с кодовым названием «Багратион» стартовала 23 июня. Фронт немецкой группы армий «Центр» рухнул за 10 дней. Основные силы 9-й, 4-й и 3-й немецких армий попали в окружение. Это было самое крупное поражение вермахта в ходе Второй мировой войны. Разгром такого количества немецких армий позволил советским войскам, не встречая серьезного сопротивления, быстро продвигаться на запад. Чтобы восстановить фронт, немцы снова ослабили оборону на других направлениях. А дальше лихорадочная рокировка войск играла против вермахта буквально по нарастающей. 13 июля началась Львовско-Сандомирская операция на Украине. Красная армия не только вышла к границе 1941 года, продвинулась на территорию Южной Польши. Поражение, нанесенное группе армий Южная Украина, создало предпосылки для выхода Румынии из числа союзников Германии. Серьезная потеря для Третьего рейха. Немцы лишились румынских нефтепромыслов в Плоэште. Вскоре авиация союзников еще и разбомбила заводы синтетического горючего в Германии. Назревал топливный кризис. Немцы еще сопротивлялись. У стен Варшавы смогли наконец восстановить советско-германский фронт. Там советские войска захватили и удерживали плацдармы на реке Висла. Как оказалось, это был последний успех масштабного прорыва Красной армии летом 44-го. Польские антифашисты сделали попытку освободить столицу. Красной армии не удалось прорваться в Варшаву и их поддержать. Немцы подавили восстание. На Западном фронте в конце июля вермахт потерял Нормандию. Мощный удар американцев в районе Сент-Ло прорвал немецкую оборону. Еще и удалось взломать немецкие шифры, слушали радиопереговоры о положении германских войск и свободно их считывали. Это позволило генералу Паттону под Фалезом провести смелый маневр на окружение. Правда, полностью замкнуть кольцо не получилось. Части немецкой армии удалось вырваться из котла и уйти. На время. Новая операция союзников в Южной Франции ускорила их отступление к границам Германии.
Амбициозная парашютно-десантная операция «Маркет Гарден» в Голландии должна была открыть союзникам дорогу на Рур. Вышло несколько по-другому. Десант высадился буквально на голову эсэсовцам, еще и вместе с танками. Операция потерпела неудачу. Немцы разгромили английских десантников в Арнеме. Западный фронт надолго замер в позиционных боях на границе Германии, линии Зигфрида. Красная армия устремилась на Балканы. Вывести из игры последнего союзника Германии – Венгрию. Немцы приложили все силы, чтобы этого не допустить. Нефтяные венгерские месторождения – последние источники жидкого топлива для германской военной машины. Гитлер решает бросить в бой за Будапешт и Венгрию все резервы, до последнего. К началу ноября советские войска вышли на ближние подступы к Будапешту. Уже взрывали мосты, чтобы не дать советским танкам прорваться за Дунай, когда, используя свои танковые части, вермахту удалось остановить натиск Второго Украинского фронта Малиновского. Это лишь ненадолго задержало развязку. К концу декабря Будапешт был полностью окружен наступавшими по западному берегу Дуная войсками Третьего Украинского фронта Толбухина, но пока не был взят. Гитлер мечтал нанести союзникам крупное поражение. Идея была предельно проста – повторить успех 1940 года, прорваться через Арденны к Антверпену. Но декабрьское наступление немецких танковых армий показало – времена Блицкрига в прошлом. Контрудар танков Паттона поставил крест на немецком наступлении на Западе. Для защиты столицы единственного союзника и невзирая на возражения военных, Гитлер отправляет под Будапешт свежий эсэсовский танковый корпус из Польши. Успех тщательно подготовленной Висло-Одерской операции Красной армии не заставил долго ждать. Энергичнее всех наступал Первый Белорусский фронт Жукова, прорвался к границе Германии быстрее, чем снятые вермахтом с Западного фронта резервы успели занять оборону, и сходу опрокинул немецкие укрепления на границе 1939 года между Германией и Польшей, Восточный вал. По итогам Висло-Одерской операции советские войска продвинулись на 500 километров и захватили плацдармы в 70 километрах от Берлина. Тем временем танки Первого Украинского фронта Конева заняли Селезский промышленный район и вышли к угольным шахтам. 30 января 1945 года рейхсминистр вооружения Германии Шпеер передал Гитлеру памятную записку. Она начиналась словами: «После потери Верхней Силезии немецкая оборонная промышленность более не будет в состоянии хотя бы в какой-то степени покрыть потребности фронта в боеприпасах, оружии и танках». Будапешт пал 12 февраля. Одновременно с боевыми действиями на берлинском направлении с конца января развивалось сражение за Восточную Пруссию. Красная армия вышла к Балтийскому морю и отсекла восточно-прусскую группировку от основных сил вермахта. Зимой было мало летных дней, и немцев не удалось добить ударами с воздуха. Они отошли в район Кёнигсберга на Земландский полуостров и в район Хайльсбергских укреплений. Ликвидация затянулась на 2,5 месяца. Все это вызвало отток немецких резервов на Восточный фронт и ускорило наступление союзников. Важнейшая цель – мосты через Рейн. Немцы откладывали их взрывы для отхода. Цепочка случайностей привела к захвату союзниками моста в гористой местности у местечка Ремаген 7 марта 1945-го и радикально изменила их стратегию. Отсюда рукой подать до Альпийской крепости в труднодоступном районе Баварских Альп, где штурм наверняка обернется большой кровью. Надо было действовать здесь и сейчас. 23 марта с плацдарма у Ремагена началось общее наступление войск союзников с форсированием Рейна. Спустя неделю, 1 апреля, замкнулось гигантское кольцо окружения. В Рурском котле оказалась вся группа армий «Б».
Для завершения операции главнокомандующий войсками союзников Дуайт Эйзенхауэр изъял одну армию из подчинения англичанина Монтгомери. Все идеи Черчилля и Монтгомери о броске на Берлин были похоронены. Это была бы логистическая авантюра. Эйзенхауэр метил в президенты, ему было не до авантюр. Так союзники остались добивать немцев на юге Германии, а Красная армия начала Берлинскую операцию. Удар двух фронтов привел к окружению 200-тысячной немецкой группировки в лесах юго-восточнее Берлина. Для защиты столицы у Гитлера осталось лишь около 100 тысяч. Красная армия разгромила берлинский гарнизон за 10 дней. 25 апреля союзники встретились на Эльбе, а в первые дни мая советские войска разгромили остатки немецкой группы армий «Центр» в Чехословакии. Официально капитуляция Германии была подписана в ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте под Берлином. Началось разоружение вермахта. Вторая мировая война в Европе завершилась. Ее итогом стало сокрушение нацистской Германии, готовившей для всего человечества темные века с массовым геноцидом и рабством. С ресурсами СССР Третий Рейх приобретал силу, которая могла превратить в реальность идеи немецкого мирового господства. В 1941-1942 годах СССР вел войну практически в одиночку при минимальной помощи западных союзников. Военные стратегии главных полководцев Великой Отечественной, таких как Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский, Малиновский, оказались успешнее немецких, при том, что война начиналась с явным перевесом Третьего Рейха в возможностях танковых войск, артиллерии и авиации. Основу советского успеха составила боевая техника, произведенная на заводах Урала и Поволжья. Это стало возможным благодаря индустриализации 30-х годов, когда была создана промышленная база СССР. И тому, как быстро удалось обесценить преимущества немецкой военной техники и вооружения в первые военные годы. Победа далась СССР ценой 27 миллионов жизней. По новейшим подсчетам, 11 миллионов военнослужащих Красной армии не вернулись с войны. Каждый третий, ушедший на войну. Суммарные потери всех стран-участниц антигитлеровской коалиции – 50 миллионов. Победа над нацизмом ввела Советский Союз в круг сверхдержав, которые создали ООН, Совет Безопасности. Трагедия Второй мировой не повторится.